Animal Rescue. Кто это бросил свой свернутый коврик на скамейке? Подумал Кайл Данлэп, проезжая мимо малолюдного парка. Он вышел из авто и подошел к скамейке. И тут на него из-под спутанного войлока глянули два блестящих глаза. В нем с трудом можно было узнать собаку даже вблизи, говорит Кайл. Он вытянулся на сиденье и не двигался. Коврик как коврик, только очень грязный. Мужчина и его коллега решили погладить пса, но тот огрызнулся. Люди не обиделись, так как понимали, что это просто защитная реакция. Рассмотрев находку, они догадались, что перед ними щенок Ши-Тзу. «Я присел рядом с псом», — рассказывает дальше Кайл. «Мы не хотели оставлять его там одного, поэтому я написал сообщение в Facebook и спросил, может ли мне кто-то помочь с этой собакой». Через полчаса к нам приехала Тара Холгейт из спасательной организации СПК. Он был таким дурнопахнущим и чумазым, к тому же выглядел очень грустным, рассказывает Тара. Я подумала, что он, должно быть, испытывает боль и сильный дискомфорт. Девушка забрала питомца в ветклинику, где его постригли и вакцинировали. Также ему обработали несколько ран, которые обнаружились под шерстью, и удалили блох и клещей. Когда щенок пришел в себя после наркоза, он выглядел гораздо бодрее и даже подарил врачам несколько робких поцелуев. В тот вечер Тара взяла песика к себе домой, а на следующий день отыскалась его настоящая семья. Оказалось, что Ши-Тзу зовут Орио, и он убежал со двора на прошлой неделе. Тогда волонтер вместе с собакой отправились по указанному адресу. Было видно, что Орио узнал свою хозяйку и стремился быть с ней. Утверждает Тара. Как только питомец увидел эту пожилую женщину, то тут же бросился ей навстречу, неистово виляя хвостом. Я удивилась, что домашний пес был доведен до такого запущенного состояния, но в ходе беседы выяснилось, что хозяйка просто не знала, как правильно справляться с такой длинношерстной породой. Я провела с ней беседу, а также связалась с ее дочерью, которая согласилась помочь с поддержанием определенной длины шерсти Орио. Волонтер уверена, что эти люди причинили дискомфорт питомцу ненамеренно и впредь не будут повторять своих ошибок. Что касается Кайла, то он тоже доволен той ролью, которую сыграл в жизни маленького Ши-Тзу. Это классно, когда с утра кто-то был печален и болен, а уже к вечеру вздохнул свободно, и именно ты стал тому причиной. Улыбается парень. Что же, будем надеяться, что теперь в жизни Орио все станет на свои места. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!